Привет из Лауреля. Это Миша. Вторую неделю он живет там. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Я в прошлом месяце решил на этой машине сгонять в небольшое путешествие и погонять на треке в Усть-Лабинске. Почему? Потому что по ощущениям сезон был, немножко проебан. Первую часть сезона я занимался его внешкой, кстати, об этом есть пара видео на моем канале, если вы вдруг не видели, то гляньте. На граунд машина приехала красивая, открашенная, на новых колесах и новом луке, но, к сожалению, Лаурель решил, что раз уж я занялся его внешкой, то пора позаниматься и внутрянкой. Если по-русски, начал сыпаться. Конечно, когда долго готовишься к какому-то мероприятию, а граунд это определенно главное мероприятие для вот подобного рода машин у нас в Сочи, немного обидно, когда ты не можешь показать все, на что ты способен, и все, на что способна машина. Немного на нее подобиделся, даже подумывал продать за оверпрайс, но в итоге подумал, что сезон все еще есть, ребята все еще катаются, и мне стоит этим тоже позаниматься. Плавно переносимся в 10 числа октября. Именно тогда я узнал, что кофе-рейсеры, а это наше дружественное объединение любителей автомобилей из Краснодара, устраивают крутой трек-день. Там все. Свободные условия на треке, комфортная обстановка для этих машин и, по сути, единомышленники. Никаких соревнований, никаких больших очередей, а просто катка в кайф. Как раз то, что я люблю. Я очень зарядился идеей съездить покататься, зарядил ее всех моих друзей из Сочи, и мы начали готовиться. Раньше всех начал готовиться я. То есть, какие задачи перед нами стоят? Сейчас надо посмотреть, что у нас с топливом, и связано ли падение давления во время работы насоса с регулятором или с чем-то еще. В принципе, тут какие-то маленькие вкрапления говнища есть на прилегающей плоскости под шарик, а так? Короче, как будто бы не он виновник, да? Да. Соответственно, прочитать мозг и посмотреть, что у нас там по ошибкам, и если вдруг какие-то серьезные ошибки есть, то поменять то, что поломалось. Будем надеяться, что этого будет достаточно для того, чтобы мотор наконец-то нормально заработал и начал отдавать ту мощность, которую он давал с самого начала после свапа. Пока Мишаня там сует пакет в дроссель, мы обслужили, посмотрели регулятор топлива, и дело, судя по всему, не в нем. Он не стравливает давление, он довольно чистенький, там внутри все у него окей. Дальше. Да, все неплохо выглядит. Короче, ищем дырку во впуске. Такой он уродец, да, конечно, без верхней крышки. Есть крышка. Посвящается всем любителям и фанатам VQ35. В итоге мы разрешили все проблемы с машиной. Проблема оказалась датчиком детонации. Именно поэтому, когда мы меняли датчики, ничего особо не менялось. Он начинал какое-то время работать, а потом из-за непостоянного обрыва переставал это делать. Параллельно я занимался всякими мелочами. Под руководством Миши я смог разобраться с головным светом, с различного рода проблемами, связанными с электрикой, до которых никогда не доходили руки. День до выезда я поехал потестить машину. И все было отлично. Несмотря на сухо-мокрое покрытие, автомобиль себя вел образцово-показательно. В общем и целом я был уверен в успехе нашей экспедиции. Мы спокойно собрались и поехали в Краснодар. И опять же, пока мы ехали, все было идеально. Я уже успел даже расслабиться и действительно поверить в то, что у меня получится доехать до трека дня и провести там круто и качественно время. Так, и чё? Ну, в общем, произошло раскрытие матки. Братан не выдержал момента. Хотя, походит еще, может. Нашли донора. Вроде хороший, без люфтов, с целыми пыльниками. Главное, чтобы все сдюжило, хотя бы катку и дорогу домой. Больше мне, в принципе, от него не требует. Вот так вот Паша вспоминает юные года ковыряний на полу во дворе. На самом деле,
У меня всегда был гараж, я такого не это. Не было Не даже было такого опыта, да? периода, когда я во дворе многоэтажки что-то чинил, потому что у меня всегда был свой гараж. Сначала обычный, маленький, железный, потом я построил себе хороший бетонный, с ямой, с всеми делами, и все пацаны с района резко стали моими друзьями. А когда у меня появился сварочник, вообще, все, братишка, мы с тобой. В субботу мы спокойно потусили, я сходил на мероприятие кофе-рейсеров и уверенно в воскресенье с утра встал, помыл, заправил машину и выехал. На сегодня будет трек-день, мы уже приехали в Краснодар, находимся сейчас у Кирилла Скулкина в гараже и вот-вот уже будем выезжать на сам трек. И чё? Вот ты когда уехал, Ага. поставил привод на проставке. Все собираю, ставлю второй, думаю, пыльник не буду ставить, устал. Закручиваю ступицы, и проставка прижимает ступицу, и колесо не крутится. Я начинаю разбирать опять выхлоп, снимаю выхлоп, Я начинаю понял. откручивать болты, и не могу открутить болты, потому что привод прокрутить не могу никак. Потому что оно все в распор встало, да? Начинаю снимать суппорта, скидываю суппорта, чтобы снять кулак. У меня ручник зажат. Разжимаю ручник, оно все равно не крутится. Накидываю обратно суппорта, опять скидываю привод также. И собираю обратно. Короче, это было вообще весело. Но машине не было суждено доехать до Услабинска. Через 1,5 километра после заправки машина останавливается и отказывается дальше ехать. В чем проблема? Совершенно непонятно. 2 часа на телефоне с Мишей, нашим электриком. Проверка всех возможных сенсоров. Всего, что только можно. А потом еще 4 в Услабе. Без каких-либо результатов. Сказать, что я был фрустрирован и расстроен, вообще ничего не сказать. Не хотелось ни делать ничего, ни снимать, ни уж тем более заниматься автомобилем. Ну что поделать, если машина сломалась, ее надо чинить. На следующий день я уже ехал в Сайдмастерс разбираться, в чем же была проблема. В очередной раз у нас нехватка топлива, в очередной раз у нас нет давления в рампе, в очередной раз я решаю уже окончательно разобраться с этой проблемой, снимаю бак, чищу его, крашу, переуплотняю, делаю кастомные решения для герметизации и все такое. И вот, наконец-то, спустя 2 недели я ее доделываю. Сильно, честно говоря, уверенности это не добавило, да и повторения данных занятий не хочется. Но, во-первых, все слабые места уже сделаны, а во-вторых, ну что на нее смотреть, что ли, а не кататься. Очень хотелось сделать выпуск о том, как я клево со своими друзьями поехал гонять в Услабинск. Но с другой стороны, что мне мешает поснимать эту чудесную золотую осень? Этот довольно клевый, хоть и попивший моей кровью автомобиль. И эти крутые горные дороги. Короче, как только мы решили поснимать несколько кадров снаружи, потому что изнутри чуть уже я подснял, чуть прокатился, произошло вот это. Ну, вот это. Остальное это живое все. На самом деле очень комфортно крэшнулся. Но сейчас расскажу, что произошло. Вот там чуть ниже я разворачивался, чтобы вот этот сегмент проехать. И, соответственно, когда я дернул ручник, у меня полностью пропал тормоз. Ну и, соответственно, меня просто на этом ручнике, я его, конечно, отпустил, попытался нажать газ, у меня просто понесло в отбойник. Вот, очень хорошо, что я там что-то каким-то образом на педалях что-то там наколдовал. И, соответственно, я очень аккуратно просто чуть-чуть приехал в него. Короче, классика, начинаешь снимать, все сыпется. Ну, короче, ничего критичного, все починим, все сделаем.
Прямое включение прямо с монтажа с двумя важными вещами. Первое. Огромное спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам все нравится. И раз уж вы до сюда досмотрели, то, возможно, вас заинтересуют мои другие соцсети. Например, телегу сейчас я активно веду, показываю там всякое живое, и, естественно, там все выходит гораздо раньше, чем на ютубе. Второе. Весь видос я гоняю вот в этом кайфовом лонгсливе, и, наконец-то, могу сказать, что он готов к релизу. Сделан он специально из легкой ткани для того, чтобы летом на трек-днях вам не было жарко, но при этом в 20-15 градусов не было совсем холодно. Для заказа он доступен в двух цветах: коричневый, более спокойный, и красный, более яркий. И, соответственно, вы прямо сейчас можете перейти по ссылке и поддержать мое творчество. Спасибо большое. С прошлого кадра прошло 2 недели. Как можно понять, я уже не в горах, а нахожусь в условиях своей комфортной квартиры и решил немножко рассказать, что происходило за то время, что там конкретно случилось в горах, и как я наконец-то действительно нормально поехал и покатался без всяких приключений. Ну, будем честны, небольшие приключения были, но оказалось все лучше, чем могло бы быть. Ну, во-первых, начнем с того, что, собственно, произошло. Отвалилась колодка. Ну вот в натуре отвалилась. Колодка состоит из 2 частей. Вот эта металлическая, вот здесь фрикцион. И он просто отправился в свободный полет прямо в тот момент, когда я дернул ручника и ударил по тормозу. Откровенно говоря, это было последней каплей. Я подумал, что мне не суждено уже нормально покататься, и где-то на недельку подзабил. В итоге я попросил Лобаныча заказать мне колодки, они пришли, и я поехал в Сайдмастерс весело их менять. Естественно, не брал с собой ни камеру, ничего, ну что там, 5 минут замена колодок. Оказалось, что все не так просто. В итоге я разбираю свои тормоза, откидываю скобу, достаю колодку и понимаю, что вот эта колодка и колодка, которую Лобаныч заказал, совершенно друг на друга не похожи. Мне повезло о том, что на складе меня ждал комплект турботормозов. Планировал ли я их ставить в этот вечер? Конечно же нет. Я вообще-то собирался за 5 минут поменять колодки и ехать кататься. И меня уже половина людей просто ждала. Но выбора-то уже особо нет. Я открываю этот комплект, понимаю, что там уже лежат какие-то колодки, и я просто понимаю, ну какие варианты. Приходится вместо замены колодок влипать на полную замену тормозов. С машинками, со всеми делами. Откровенно говоря, я очень боялся туда лезть. Если маленькая проблема у меня высосала столько сил, времени и задач, то что же будет с полноценной заменой тормозов? Ну вот хер я угадал. 1,5 часа и все готово. И вот так бывает. Я 2 недели ебусь, лежу под этим Ниссаном, сбиваю себе руки в кровь, вдыхаю пары бензина и меняю по кругу одну и ту же херню, и оно не работает. А потом за 1,5 часа существенно улучшаю перформанс автомобиля, меняю целый агрегат, еду, катаюсь, и ни одной проблемы. Просто все великолепно. Собственно, сейчас я вам это и покажу. Покрытие своеобразное. Да. Просто от заезда к заезду, заметил, меняется. Типа до этого последний До только этого поворот был. поскольже. А то перекладываешь, уже, сука, мы высушили траекторию. Я постоянно в отсечку бьюсь, из-за того, что это мокрое покрытие, отсечка ускоряет тебя довольно сильно. Я в отсечке реально бам-бам-бам-бам, я прям ускоряю. Нет, то есть у меня там ручник, это прям в последний момент, я понял, дергаю перед распрямлением.
Подведем итоги. Да. Машина, которая никогда не ломалась, сломалась. Машина, которая всегда ломалась, не сломалась. Машина, которая только выехала, показала себя в наилучшем виде. Все пилоты довольны. Даже Миша выехал. А причем даже Почему Миша ты? выехал в целом справедливо для любого из Миш. Заезд считаю успешным. Разве что не хватало влаги на 960. Но так в целом вообще все бомба, я считаю. Вот. Что еще можно сказать? Да кайф вообще, отлично Короче, покатались, вообще бомба. Просто уже на моих песочных 5:19 и пора уже баиньки нахуй. Наебал эти цифровые.